Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о самых главных событиях в мире футбола. И, к сожалению, как это часто бывает в нашей программе, в центре внимания вновь у нас не сам, собственно, футбол, а то, что происходит вокруг. Вообще мы должны были обсуждать, конечно, события прошедшего тура, тем более, что там интересные события происходят. Похоже, что в чемпионате России определился такой лидер, уже окончательный и единоличный. Но события на стадионе в Химках, которые в минувшую субботу произошли, не дают нам шанса поговорить о футболе. Собственно, придется говорить о том, что опять творится вокруг. Но мы постараемся все-таки так сегодня разложить все те события, которые происходят, и то, что происходит внутри футбола, чтобы просто посмотреть на то, к чему мы в развитии нашего отечественного футбола пришли. Потому что то, что произошло на стадионе в Химках, к сожалению, не является чем-то вопиющим и из ряда вон выходящим. Бросают петарды у нас практически на каждом матче. Ну, во всяком случае, в играх с участием питерских и московских команд, так практически в каждом. Летели петарды во всех матчах «Зенита», которые мне приходилось видеть, особенно принципиальных играх. Совсем недавно, уж что там говорить про наш чемпионат, если в Лиге чемпионов в матче с Апоэлем дважды приходилось судье останавливать матч из-за пиротехнического шоу, которое устраивали зенитовские болельщики, после чего было тоже много слов сказано и нашими чиновниками от футбола, и о том, что нужно что-то делать. Но, конечно, европейские чиновники обратили внимание на то, что происходит на наших стадионах. И рано или поздно это должно было привести к каким-то последствиям. Хорошо, слава богу, что не к последствиям с человеческими жертвами. Единственный, кто пострадал, это Антон Шунин, но, слава богу, не очень сильно. И, слава богу, этому поталантливому молодому парню, кандидату в сборную России, голкиперу «Динамо», для него и для нас все это хорошо закончилось. И небольшая травма, которая в итоге у него оказалась, ожог роговицы глаза, все-таки не приведет к тому, что парень закончит с футболом. Но еще раз скажу, что то, что произошло в Химках, просто, видимо, это накопилось уже по отношению к футбольным фанатам и было последней каплей. Но сказать, что произошло что-то такое, чего никогда не происходило в нашем футболе, да, господи, давайте вообще поймем, к чему мы пришли в нашем футболе. Практически пустые стадионы, отданные на откуп самым ярым, самым безбашенным футбольным фанатам, многие из которых вообще, мне кажется, о футболе имеют очень отдаленное представление, отданы просто ультрас с точки зрения националистической, лингвистической, я имею в виду мат, который стоит на стадионе. Просто приличный человек просто на стадион не пойдет, хотя бы потому, что невозможно слушать то, что несется с трибун в адрес друг друга. Кстати, в отчетном матче «Динамо Москва» и «Зенит», что одни болельщики, что другие, также себя прекрасно вели в этом отношении. То есть по заверениям людей, которые были на этой игре, моих друзей, просто уши сворачивались в трубочку от кричалок, которые там что с одной, что с другой стороны неслось. Значит, на стадионы теперь ходят либо уж совсем фанаты футбола, которые без него жить не могут, хотя многие люди, которые не только всю жизнь ходили на футбол, в том числе я себя причисляю к этим людям, с детства, да, с 3 лет я всегда ходил на футбол и перестал ровно по этой причине. Потому что мало того, что ты не чувствуешь себя в безопасности, да ладно, большое количество людей, да еще мужчин, да еще разгоряченных всегда были сопряжены с определенной степени опасности. Наверное, это есть и на европейских стадионах чуть-чуть, но не в той степени, в которой на нас. Сейчас это мало того, что опасно для жизни, так это еще и неприятно. Находиться вот в этой атмосфере агрессии исключительной, и причем какой-то немотивированной, какой-то агрессии, в том числе направленной против и национальных, расовых, и религиозных, каких только предрассудков.
На стадионах, где плохого качества поля, плохого качества освещения. Мы пришли к тому, что у нас нет практически футбола на общедоступных на каналах, да, только по платным, и смотрят ее мизерное в процентном отношении количество людей. Матчи, которые сейчас НТВ показывает на общедоступном своем канале в 2 часа дня, назвать нормальными трансляциями футбольными у меня просто язык не поворачивается. Вот, собственно, к чему мы пришли. Футбол становится все менее популярным в нашей стране. Все меньше людей нормальных смотрят футбол, интересуются им, потому что иметь отношение вот к тем людям, которые вот ведут себя так, как вели себя люди на стадионе «Динамо», просто люди не хотят себе, чтобы их ассоциировали с этими людьми. Футбол все больше выдавливается в какую-то маргинальную среду людей, для которых это вот такое времяпрепровождение, да, там выпить, подраться, оскорбить кого-то, устроить там вот это фаер-шоу и так далее. Для них вот это футбол. Но если это будет российским футболом, то, наверное, очень многие люди просто откажут себе в удовольствии иметь к этому отношение. Что изменится? У нас в последнее время все происходит только сверху. Сверху, причем с самого верху. После того, как премьер-министр обратил внимание на то, что происходит на стадионах, и сказал, что в этих случаях людей надо сажать просто-напросто, потому что это уголовно наказуемое деяние. Теперь все зашевелились. Теперь у нас, оказывается, уже практически готов закон о болельщиках. Его осталось только подписать и принять в Думе. То, что там очень много спорных моментов, сейчас, наверное, мало кого волнует. Сейчас без особого обсуждения, без внесения поправок закон будет принят, а потом будем разбираться, что же за закон приняли и чем он поможет. Сейчас сильные мира сего от футбола кивают друг на друга. Зенитовское руководство кивает на то, что на милицию, которая должна. Милиция кивает на РФС и РФПЛ, которые должны обеспечивать. И так далее, и так далее. В общем, крайних пока нет, сейчас будут, видимо, искать. Что может действительно изменить ситуацию к лучшему? Много раз мы уже и в этой студии, и мои друзья-журналисты спортивные в газетах и на радио говорили о том, что нужен системный подход. Нужно, наконец, обратить внимание на то, что происходит на стадионах. Нужно обратить внимание на эту кучку. По большому счету, если сравнивать их с настоящими болельщиками и теми людьми, которые действительно любят и интересуются футболом, это кучка, это незначительный процент тех людей, которые вот приходят на стадионы, которые их захватили, на этих людей, которые просто сейчас там властвуют на российских стадионах. Надо обратить на них внимание. В конце концов, у нас есть законы уже сейчас, которые должны просто работать. Но нельзя на стадионе беспрерывно кричать матом там, где находятся дети, или должны находиться, сейчас уже, наверное, не находятся, дети, женщины, да и просто люди, которым это может быть неприятно. Нельзя спускать людям фашистские какие-то акции, празднование дня рождения Гитлера, оскорбление людей по расовому и национальному признаку, драки, вот эти пиротехнические шоу, сжигание кресел, как это было совсем недавно в том же туре в Нижнем Новгороде, а до этого опять-таки питерские болельщики жгли в Самаре и так далее, где только этого не происходило. За это должны нести наказание конкретные люди. Если жесткие меры не будут приняты, как это было в свое время сделано в английской премьер-лиге, в английском футболе, где был создан специальное подразделение Скотланд-Ярда, которое занималось именно футбольными болельщиками, не болельщиками, а футбольными фанатами и их разборками, и целенаправленно не искоренялось это зло, эта беда, ничего не изменится. И еще раз повторяю, что не раз уже мы об этом говорили, что
футбол из игры номер один, из прекрасного, замечательного, демократичного очень вида спорта, который доступен всем, и в который многие понимают в нашей стране и хорошо разбираются. Мы скоро получим вот такое маргинальное такое сообщество, для которого будут вот тратиться эти миллионы и миллиарды долларов, евро, рублей и так далее. Строятся безумные стадионы какие-то. Для кого они строятся, совершенно непонятно. За миллиард долларов в Питере. Вот для тех болельщиков, которые там громят, жгут, бросают петарды и ракетницы, стреляют из ракетниц по футболистам. Для этих людей вы строите эти стадионы за эти деньги. Ну, я думаю, что в нашей стране можно потратить тогда эти деньги более привлекательным и правильным образом. Честно говоря, все больше и больше людей, я понимаю все больше и больше тех людей, которые не интересуются футболом и не хотят иметь с ним ничего общего. Если так пойдет и дальше, думаю, что этих людей будет становиться все больше и больше. Вот на этом позвольте сегодня закончить программу. Собственно, о футболе давайте поговорим в следующий раз. А сейчас будем внимательно следить за тем, что же все-таки произойдет. Будут ли какие-то выводы сделаны, причем в ближайшее время, по исправлению ситуации. Если будут, да если и не будут, то мы это обязательно обсудим с вами здесь, в студии Вестника Кавказа. Спасибо и всего доброго.